Пока ничего интересного на горизонте не происходит, мы постепенно вступаем или уже даже вступили в последний месяц лета. Не знаю, когда именно выйдет этот ролик, поэтому предлагаю поделиться своими хотелками в отношении eFootball 2026. Знаете, такими хотелками, которые, более-менее возможны на практике. Не из разряда, что вот хочу мастер-лигу, хочу обмен карточек, которые не появляются по определенным причинам. Нет, сегодня предлагаю поговорить о вещах более приземленных и о тех, которые буквально-таки могли появиться в игре, но которые по каким-то причинам до сих пор не добрались до eFootball. Ваше же мнение, ваши предложения также буду ждать в комментариях, ну а мы начинаем. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов. И что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. И первая функция, которую бы я хотел увидеть в игре, в принципе, я говорю об этом из года в год, и ничего не меняется, это, конечно же, введение и, по сути, возвращение режима редактирования. Нередко, когда я о нем упоминаю или в целом завожу речь, буквально-таки на стриме, в роликах, некоторые спрашивают, а что такое редактирование, что это за режим такой? И сразу видно, кто у нас здесь олд, а кто новичок. Для тех, кто не в курсе, вкратце объясняю. Режим редактирования — это режим, который присутствовал в серии игр PES, причем присутствовал неизменно, и который решал проблему с лицензиями в игре. Собственно, ручно добавляя через этот режим комплекты форм, логотипы и меняя характеристики игрокам. Но не подумайте неправильно, этот режим не позволит вам исправить цифры игроков в онлайне. Ну и там, где режим редактирования, конечно же, есть возможность добавить собственную форму. Об этом я также говорю из года в год, поскольку мы уже наблюдаем некоторые ростки кастомизации, которые хоть и не подтверждены. Да, речь про ту самую механику кастомизации стадионов. Если вот мы потихоньку к этому приходим, что у нас появляется возможность как-то вот кастомизировать свое окружение, то почему бы не позволить добавлять и собственную форму? Или даже если не добавлять, то хотя бы как-нибудь редактировать. Добавить какие-нибудь базовые комплекты, которые мы как-то собственноручно сможем потом также редачить. Тоже было бы неплохо, учитывая, что со слов того же Гальвани, и кастомизированные стадионы, и имеющиеся комплекты форм у пользователей впоследствии должны стать отображаемыми для других соперников тоже. Вторая механика, которую я предложил бы добавить, это своеобразное продолжение уже имеющейся механики, которая присутствует в отдельном режиме. Речь про арендованные карточки в режиме «Моя лига». Если кто не в курсе, то в данном режиме против искусственного интеллекта каждую новую неделю появляются карточки, которые вы сможете арендовать на 10 матчей. И эти футболисты помогут вам проходить матчи против ИИ в рамках того или иного чемпионата. Каждую новую неделю новые типы карточек, причем самые разнообразнейшие. Бигтаймы, эпики, хайлайты, игроки из команды недели и так далее. И если вы хотели поиграть за этих игроков, за их модельки, но банально не можете себе это позволить, или банально пропустили момент, когда эти игроки присутствовали в паках, то подобная возможность у вас возникает именно в этом режиме. И думаю, что вы уже догадались, к чему я все это веду, а именно к аналогичной возможности, только уже в рамках Dream Team. Возможность арендовать некоторые карточки некоторых игроков на 5 или 10 матчей в каких-нибудь PvP-ивентах, либо же буквально-таки в дивизионах. И вы только представьте, будучи фри-ту-плейным игроком, который не обременен донатными футболистами и их разнообразнейшими модельками, время от времени играть за эти самые модельки, которые доступны далеко не каждому пользователю, а именно тем самым богачам и школьникам, которые, по мнению некоторых игроков, то и дело, что сидят на кошельках своих родителей. Правда, даже для подобной функции, как мне кажется, стоит пересматривать баланс и в целом экономику игры, поскольку даже подобная вот мини-функция с небольшой, с недлительной арендой тех или иных донатных моделек, как мне кажется, может в потенциале ударить по их собственному кошельку, поскольку если какой-нибудь фри-ту-плейный игрок иной раз сможет арендовать того или иного футболиста, он подумает, а зачем мне тогда вообще тратиться на какие-нибудь последующие паки? Или же наоборот,
кто-нибудь впечатлится игрой за определенного футболиста и потом захочет выловить его в отдельном паке. В общем, палка о двух концах, но если правильно подойти к этому вопросу, то в принципе, как мне кажется, могло бы получиться очень даже интересно. Ну и третье нововведение, которое бы я предложил добавить, наверное, одно из самых ленивых, поскольку тут особо придумывать ничего не пришлось, это, конечно же, система SBC, которая нам знакома непосредственно благодаря FIFA и китайской версии eFootball Mobile. Да, если кто забыл, то подобная функция появилась и в китайской версии игры, и в принципе мы это обсуждали и в рамках отдельного ролика, и в наших соцсетях, и было бы здорово, если нечто подобное появилось и в глобальной версии eFootball. Ибо нравится вам это или нет, но ключевой контент этой игры это, конечно же, карточки. И чего уж греха таить, я сам отмечаю, что иной раз мне становится интереснее играть, когда в моем составе появляется игрок, которого я не мог опробовать ранее. И, соответственно, каждый новый игрок в моем составе лишний интерес, чтобы поиграть пару-тройку матчей в дивизионах, в ивентах и так далее. Соответственно, это интерес к игре, это время, потраченное на игру, это соответствующий онлайн в игре. И чтобы по полгода не ждать, пока наступит та или иная кампания, где нам будут раздавать какие-нибудь интересные модельки или донатные карточки, которые некогда фигурировали в игре, можно было бы добавить вот тот же самый аналог СБЧ и вот такие карточки наподобие как у Руни, Белла и прочих ребят раздавать не за просто так, за селективный контракт, а вот как раз таки выполняя те же самые СБЧшки. Возможно, собирать какие-нибудь составы, наигрывая какие-нибудь матчи, набивая определенный процент побед и так далее, так далее, так далее. В общем-то, вот такие вот у меня предположения, в меру сказочные, но в меру и реалистичные. В общем-то, 50-50. Поэтому интересно было бы послушать, что думаете вы на весь этот счет. Что думаете насчет моих предложений и какие бы предложения для нововведений есть у вас. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши соцсети и услышимся уже в следующем видео. Всем пока!